Друзья, всем привет! Сегодня утро 10 сентября, и мы с вами проведем краткий рыночный анализ по биткоину. В первую половину прошедшей недели биткоин активно торговался в диапазоне 9100-9500, сразу под недельной поддержкой и сопротивлением на уровне 9550 долларов. Этот уровень также совпал со 100-дневной скользящей средней. Цена оказалась не способна закрепиться выше него. Почти все другие криптоактивы также понесли потери в стоимости по отношению к доллару США, но эфир EOS Lite и некоторые другие топовые альткоины демонстрируют устойчивость до сих пор, и их цена в BTC растет еще с прошлой недели. В результате слабости покупателей цена на биткоин в пятницу на закрытие азиатской сессии упала на 5-6% до нового недельного минимума 8700 долларов, что ниже 200-дневной скользящей средней, которая выступала в качестве поддержки с того момента, как цена пересекла ее вверх в последнюю неделю октября. Также дополнительным стимулом к падению послужило пересечение на прошлой неделе 50-дневной скользящей средней и 200-дневной, так называемый крест смерти, Death Cross, в общем технические медвежьи движения. Это техническая торговая зона, которая будет интересна тем, кто хочет зафиксировать прибыль, как лонги, набранные еще с 7000, так и шорты, набранные недавно под 10 тысяч, и новым покупателям. Если биткоин намерен поддерживать рост в ближайшем будущем, мы должны ожидать, что он попытается вернуть предыдущую поддержку на уровне 9000 долларов и выше. Медвежий кейс для биткоина заключается в том, что для медведей или шортистов, тех, кто пытается заработать на падении биткоина, это падение всего лишь первая ступенька ниже после неудачного движения вверх в результате новостного события, как мы помним, когда Китай объявил о поддержке блокчейна. Такие быстрые ходы, неудачные, часто приводят к быстрым обратным движениям, и, как мы видели, биткоин быстро выпал из поддержки. У биткоина наблюдается четко определенный шаблон сверху, который явно отработал вниз. Это так называемый шаблон Адам и Ева. Это такой вот шпилек один, и второе движение более плавное. Расчетная цель движения для такого паттерна составляет 100% вот V-образного Адама. Отработка его приведет биткоин к цене до минимума 8000 долларов. Может привести, и может чуть выше. И обратно к точке сосредоточения объемов, скопившихся за ближайшую неделю. Возврат также приведет к возврату между уровнями коррекции Фибоначчи 61% и 78%. Сетка была натянута между 7000 и 10 тысячами 304-350 с прошлого роста, последнего роста на прошлой неделе. В общем, эта зона является областью потенциального интереса для быков, которые стремятся к повторному накоплению и фиксации прибыли на дальнейшем движении вверх, либо просто стремящихся получить свою техническую прибыль от пробоя вниз. Например, это были медведи, которые фиксировали профит по шорту с 9 до 10 тысяч. Этот паттерн будет признан недействительным, если биткоин совершит уверенное движение вверх с 8900 примерно с этой зоны, и восстановит price action выше предыдущего уровня поддержки в 9000 долларов. То есть ждем пробоя и ретеста вот этой вот нисходящей линии. Бычий сценарий для биткоина заключается в том, что быки увидели достаточно резкую реакцию, которая остановила цену в зоне 8700-8750 после пробоя. Если быки смогут установить здесь поддержку, возможно, что движение ниже было просто неизбежным походом за стопами и произошло из-за набора длинных позиций с использованием заемных средств чрезмерно восторженными трейдерами, которые боялись пропустить to the moon.
Дополнительное подтверждение версии о том, что это был просто поход за стопами и что биткоин попытается подняться выше, будет в том случае, если быки смогут воспользоваться преимуществами обычно небольшого по объемам оставшегося выходного дня, вот воскресенья, и возьмут 9000 в качестве поддержки. Это дало бы высокую вероятность повторного тестирования, по крайней мере, недельного сопротивления на уровне 9550 долларов, даже вплоть до 10 тысяч. Это важные дни для биткоина, которые могут легко привести к дальнейшей волатильности. Восстановление диапазона в 9000 является ясной целью для быков. В противном случае более длительный период консолидации, вероятно, будет достигнут на уровне 8000-8400 за биткоин. Надеюсь, вам понравился обзор. Напомню, что если вы хотите делать такие сигналы, такие анализы автоматически, вам очень пригодится сервис coinkyborg.com, который анализирует цены на все криптовалютные активы по 7 основным таймфреймам на биржах Binance и BitMEX и автоматизированно выдает и обновляет информацию по текущим уровням сопротивлений и поддержек для каждой пары, рассчитывает оптимальные точки входа и выхода, размер позиций, исходя из строгого риск-менеджмента, имеет успешную статистику на бэктестах в реальной торговле. На днях также появились автоматизированные звуковые уведомления. Прощай, топ-трейдер, в общем, ты был хорошим другом. А также ведется разработка облачного бота для автоматизации торговли под Binance и BitMEX. Чтобы оценить качество и оперативность подачи информации, вы можете бесплатно зарегистрироваться на сайте coinkyborg.com и получать торговую информацию по 3 случайным парам с бирж Binance или BitMEX, а затем выбрать один из гибких тарифов, которые подойдут как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Попробуйте, вы реально удивитесь. У нас также есть группа в Телеграме, где вы найдете еще больше информации. Ссылка в описании. Добро пожаловать и до новых встреч в эфире. Уровни вот здесь вот были нанесены с помощью вот такого простого сервиса или непростого, который все вам покажет. Удачи, до новых встреч!